Около 65 миллионов лет назад в истории Земли произошло одно из самых масштабных, разрушительных и судьбоносных событий — столкновение нашей планеты с гигантским астероидом, размеры которого были сопоставимы с крупной горой. Этот космический объект двигался со скоростью более 60 тысяч километров в час и, достигнув Земли, врезался в воды Мексиканского залива, высвободив энергию, эквивалентную более чем 100 триллионам тонн тротила, что во много раз превосходит суммарную мощность всего ядерного оружия, созданного человечеством. В результате удара на поверхности планеты образовался колоссальный кратер диаметром около 200 километров, а само столкновение в буквальном смысле за считанные мгновения изменило климатические и экологические условия на всей Земле, запустив цепочку катастрофических процессов глобального масштаба. Вслед за ударом начались масштабные пожары. В атмосферу были выброшены гигантские объемы пыли, сажи и сернистых соединений, солнечный свет оказался частично заблокирован, температура на планете резко снизилась, и в течение относительно короткого по геологическим меркам времени исчезло примерно 80% всех видов живых существ, включая динозавров, которые на тот момент являлись доминирующей формой жизни на суше. Именно это событие считается одним из ключевых факторов, определивших дальнейшее направление эволюции, поскольку освобожденные экологические ниши позволили млекопитающим начать стремительное развитие, что в конечном итоге привело к появлению человека. Несмотря на то, что подобные удары кажутся исключительно редкими, история Земли ясно показывает, что жизнь на планете неоднократно сталкивалась с угрозами со стороны космических тел, причем в прошлом происходили столкновения даже с более крупными астероидами, чем тот, что уничтожил динозавров, и нет никаких гарантий, что в будущем подобные катастрофы не повторятся. В своей последней книге известный физик Стивен Хокинг выражал серьезную тревогу по поводу возможного столкновения Земли с астероидом, подчеркивая, что человечество до сих пор не разработало надежной и проверенной системы защиты от подобных угроз, и что столкновение с астероидом остается опасностью, против которой у нас фактически нет гарантированного щита. Последний по-настоящему крупный удар произошел около 65 миллионов лет назад. Однако с точки зрения законов физики и теории вероятности подобное событие неизбежно повторится, и это лишь вопрос времени. Причем речь идет не о научной фантастике, а о реальном физическом процессе. В 2012 году астрономы обнаружили астероид, получивший название Дуэнде, и расчеты показали, что вероятность его столкновения с Землей составляет примерно 1 к 3000 в течение ближайших 40 лет. Было известно, что в начале 2013 года он пролетит в опасной близости от нашей планеты, и 15 февраля 2013 года этот объект действительно прошел на расстоянии всего около 28 тысяч километров от поверхности Земли, что по космическим меркам является крайне малым расстоянием, особенно если учитывать, что геостационарные спутники располагаются примерно на высоте 36 тысяч километров. Таким образом, астероид прошел фактически рядом с орбитами наших спутников. Однако в тот же самый день, менее чем за сутки до пролета Дуэнде, произошло другое, совершенно неожиданное событие. Над Челябинском, городом на Урале в России, внезапно взорвался астероид диаметром около 20 метров, который вошел в атмосферу Земли и разрушился на высоте примерно 20 километров, вызвав мощную вспышку, ударную волну и акустический эффект, повредивший здания и ощущавшийся на десятки километров вокруг. Если бы наблюдатель увидел этот объект незадолго до взрыва, он показался бы ярче и больше Солнца на небе, а мощность высвобожденной энергии оказалась примерно в 30 раз выше мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, при этом все произошло абсолютно внезапно,
и без какого-либо предупреждения, что наглядно продемонстрировало ограниченность существующих систем наблюдения за космическими телами. Таким образом, несмотря на то, что пролет астероида Дуэнде был успешно спрогнозирован заранее, реальный объект, взорвавшийся над Челябинском, остался незамеченным до самого момента входа в атмосферу, что стало ярким примером того, как даже сравнительно небольшие, но потенциально опасные астероиды могут ускользать от внимания астрономов. Астероиды различных размеров сталкиваются с Землей с разной частотой и обладают разной разрушительной силой. Небольшие объекты размером примерно с автомобиль, то есть несколько метров в диаметре, падают на нашу планету примерно 1 раз в год и при входе в атмосферу почти полностью сгорают, создавая яркие болиды или метеоры, которые обычно не достигают поверхности и не причиняют никакого ущерба, поскольку атмосфера Земли эффективно выполняет функцию естественного защитного щита. Астероиды размером в несколько десятков метров входят в атмосферу примерно раз в 10 лет и могут быть достаточно крупными, чтобы отдельные фрагменты прошли сквозь атмосферу и упали на поверхность в виде метеоритов, сопровождаясь оглушительным звуком, который жители могут услышать спустя несколько минут после входа объекта в атмосферу. Однако подобные события крайне редко приводят к серьезным разрушениям или человеческим жертвам. Совершенно иной уровень угрозы представляют астероиды диаметром около 1 километра. Такие объекты превосходят по размерам большинство гор и способны вызвать глобальные последствия, угрожающие жизни на всей планете. Астероид такого размера несет энергию, эквивалентную примерно 750 тысячам мегатонн тротила, что в 1000 раз превышает суммарную мощность всех современных ядерных боеприпасов, и при входе в атмосферу на высоте около 50 километров начинает разрушаться, распадаясь на множество фрагментов, которые с колоссальной скоростью достигают поверхности, вызывая мгновенное испарение и плавление горных пород, формируя кратер диаметром около 16 километров и глубиной порядка 700 метров, сопровождаясь ослепительным огненным шаром, который будет в сотни раз ярче Солнца, землетрясением магнитудой около 8 баллов и мощнейшей ударной волной, способной уничтожить все на своем пути. Следует помнить, что астероид, приведший к вымиранию динозавров, был более чем в 10 раз крупнее, а значит, сила его удара была несоизмеримо выше. Поэтому подобные объекты нередко называют убийцами планеты, поскольку их последствия способны охватить весь земной шар, вызывая гигантские пожары, климатические изменения, глобальное похолодание, массовое вымирание растений и животных и радикальное преобразование биосферы. Вероятность столкновения Земли с астероидом диаметром около 1 километра оценивается примерно как одно событие на 50 тысяч лет, что делает подобную угрозу редкой, но далеко не нулевой. Особое внимание ученых привлекал астероид Апофис, обнаруженный в 2004 году, когда первоначальные расчеты показали вероятность его столкновения с Землей в 2029 году на уровне около 2,7%, что вызвало серьезную обеспокоенность и панику, поскольку объект диаметром более 300 метров в случае удара высвободил бы энергию, эквивалентную сотням ядерных взрывов. Однако последующие и более точные наблюдения позволили с уверенностью установить, что в апреле 2029 года Апофис пройдет на расстоянии около 30 тысяч километров от Земли, исключая столкновение, по крайней мере, в ближайшие 100 лет, хотя при этом известно, что в космосе существуют тысячи подобных объектов, в том числе и более крупных, что делает вопрос планетарной безопасности по-прежнему актуальным. В случае реальной угрозы столкновения ученые рассматривают 3 основных подхода: изменение траектории астероида путем кинетического удара космического аппарата,
использование гравитационного трактора, при котором аппарат медленно изменяет орбиту объекта за счет собственного притяжения, и ядерный взрыв вблизи поверхности астероида как крайнюю меру, сопряженную с риском образования множества опасных осколков. При этом первые два метода требуют раннего обнаружения угрозы и значительного запаса времени. Практическое подтверждение эффективности подобных технологий было получено в ходе миссии DART, когда 26 сентября 2022 года космический аппарат НАСА намеренно столкнулся со спутником астероида Диморфос, изменив его орбитальный период примерно на 33 минуты, что стало убедительным доказательством возможности управляемого изменения траекторий небесных тел. В настоящее время среди известных астероидов нет ни одного, который представлял бы угрозу столкновения с Землей в течение ближайших 100 лет. Однако системы наблюдения все еще далеки от совершенства, и нельзя исключать существование пока не обнаруженного объекта, способного столкнуться с нашей планетой в будущем. Тем не менее, история Земли показывает, что наша планета уже переживала удары километровых астероидов, в том числе около 800 тысяч лет назад, когда обломки были рассеяны примерно по 10% поверхности планеты, и жизнь все же смогла сохраниться, а значит, обладая современными знаниями, технологиями и научным пониманием угрозы, человечество имеет реальные шансы справиться с подобным вызовом и в будущем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.